Всем добрый день! Рада, как всегда, вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня готовлю вот такой торт «Нежность», белоснежный зимний тортик. Для приготовления я уже подготовила посуду, протерла просто ее уксусом. Она должна быть сухая, обезжиренная. Беру 5 яиц среднего либо крупного размера, 160 грамм сахара, 130 грамм муки, и вместе с мукой я соединила еще 30 грамм крахмала. Еще потребуется четверть чайной ложечки соли. Это классический рецепт бисквита. По нему я уже готовила торт подарочный по ГОСТу. То есть можно сказать бисквит по ГОСТу. И разделяю белки и желтки. Делаю это при помощи ложки разделителя. Вы делаете так, как вам удобно. Отделила белки, 5 белков, 5 желтков. Беру белки, добавляю четверть чайной ложечки соли и начинаю взбивать все миксером до легкой такой воздушной белой пенки. И только потом начинаю постепенно всыпать сахар. Сахар всыпаем небольшими частями, каждую часть тщательно взбиваем. Кстати, яйца я брала комнатной температуры. Особой разницы нет, как я уже объясняла. Теплые яйца будут взбиваться чуть дольше, но сахар будет растворяться лучше. Холодные яйца будут взбиваться лучше, но сахар не совсем хорошо растворится. Добавляем весь сахар постепенно. Взбиваем вот до таких устойчивых пиков, это хорошо видно на видео. И только потом начинаем добавлять по одному желтку. Скорость миксера в данный момент уже можно уменьшить, просто перемешиваем. Я предпочитаю добавлять сухую смесь муку с крахмалом в один прием. Мука у меня уже была просеяна, и я еще раз предпочитаю просеять все через сито. Здесь у меня мука вместе с крахмалом уже была. Берем венчик, миксером уже не пользуемся, и снизу вверх начинаем аккуратно перемешивать массу. Потом я ставлю венчик четко перпендикулярно и резкими уверенными движениями, считая про себя до 10 секунд, то есть не более 10 секунд это делаем, перемешиваем все. И посмотрите, замечательное тесто без всяких комочков, но в то же время мы процесс не затягивали, ничего не успело опасть. Тесто очень воздушное получается, идеальное, я бы сказала. Я беру форму разъемную диаметром 24 сантиметра. Я ее уже подготовила, ничем не смазываю никогда. Просто на донышко защелкиваю кусок пекарской бумаги. Выливаю тесто, слегка разравниваю и отправляю в разогретую на 170 градусов духовку. Бисквит в моей духовке выпекается от 42 до 45 минут. Обязательно проверяйте потом на сухую палочку. Во время выпечки духовку не открывайте. Вынимаю бисквит, даю ему постоять в форме минут 7, прохожусь ножом, прорезаю бортики. Ножом аккуратно снимаю форму, переворачиваю, снимаю пергаментную бумагу и оставляю бисквит на решетке полностью охладиться. Потом заворачиваю его в пленку пищевую и даю бисквиту отлежаться целую ночь желательно, не менее 6 часов. Тогда влага в бисквите распределится равномерно, и он будет очень сочный и хороший. На следующее утро я обычно выпекаю корж с вечером, и вам так советую, очень удобно разделить приготовление торта на 2 дня. На следующее утро делю бисквит на 3 равные части, на 3 коржа. Посмотрите, какой он пушистый, ароматный. Можно, кстати, было по желанию добавить ванильный сахар, если любите бисквитное тесто. Подготовили коржи. Я еще подготовила пропитку. Взяла 110 грамм сахара и 120 грамм воды. Закипятила все до полного растворения. В теплый сироп добавила пакетик ванильного сахара 10 грамм. И уже в охлажденный сироп добавила столовую ложку рома. Можно добавить коньяк. Это тоже такая классическая пропитка, как в советских тортиках старых. Крем самый простой. 500 мл сливок и 200 грамм сахарной пудры. Сливки взбиваем, напоминаю, хорошо охлажденные, до вот таких вот мягких пиков. Взбиваем в течение нескольких минут. Главное не перевзбить. И начинаем собирать торт. Выкладываю первый корж. Делю примерно пропитку на 3 равные части. Я предпочитаю пропитать тщательно, чтобы бисквит был такой влажный, насыщенный, ароматный. Ром дает неповторимый аромат. Выкладываю 1/3 крема.
Потом второй корж, также пропитку, снова одну часть крема, слегка разравниваю все, выкладываю третий корж, его я тоже очень хорошо пропитываю остатками сиропа, остатками пропитки, и выкладываю третью оставшуюся часть крема. Я третью часть делаю немного большего размера и подравниваю бортики, все выравниваю основательно, отправляю тортик в холодильник и на следующий день украшаю по своему желанию. В этот раз мне захотелось простое украшение. Мы его посыпали просто кокосовой стружкой, выложили несколько вот таких воздушек, мандарина, кусочков мандарина и присыпали сверху, как снежком, сахарной пудрой. И вот такой вот замечательный, белоснежный, зимний, я бы сказала, тортик получился. Украсить можно на следующий день, либо сразу, как пожелаете. Но главное, дайте ему постоять, чтобы он пропитался. Посмотрите, какой торт получается на разрезе. У него очень простой вкус, но в то же время он очень ароматный. Готовьте с удовольствием. Надеюсь, вам понравится такой простой рецепт. Его смогут повторить очень многие. Ничего сложного нет. Все очень просто. А выглядит достойно и красиво. Можно даже на новогодний стол повторить такой тортик. Готовьте с удовольствием. Вкусных вам тортиков. А мы с вами увидимся в следующем видео. Не забудьте поддержать меня пальцем вверх и оставить внизу под видео комментарий. Это помогает моему каналу развиваться. Всем удачи и пока!